Здравствуйте, друзья, зрители, подписчики моего канала. И как обычно, я задумал сделать диораму под названием «Домик в деревне» в гостях у Кузьмича. Но при постройке ее я понял, что мне чего-то не хватает. А именно, не хватает дерева. Вот с него я, пожалуй, и начну. Вы на канале Диорамы из пенопласта. Меня зовут Сергей, а я занимаюсь изготовлением нового дерева. И, как часто бывает, по крайней мере у меня, проволоки нет, из которой можно было бы связать, свернуть макет дерева. Достойной ветки, которая бы тоже полностью заменяла бы модель дерева, достаточно трудно найти. Поэтому приходится формировать дерево и ее ветви с помощью нескольких веточек. Вот это я и буду делать. Итак, у меня есть несколько веточек. Шпажку я возьму как направляющую и термоусадочную трубку. С помощью нее я и буду соединять все ветки воедино. До этого я пробовал скручивать ветки ниткой, склеивать клеем ПВА, клеем секунда, но термоусадочной трубочкой для изоляции это намного удобней. Как-то пришло невзначай. Да и в наборе их присутствует великое множество и разных размеров. И вот вставляю в эту трубочку все свои ветки, расправляю, отмеряю ствол, который мне нужен, и отрезаю лишнее. Вставляю направляющую, это шпажка, и теперь мне нужно заполнить все пространство снизу, то есть чтобы ствол был однородный. Я нарезаю одного и того же размера маленькие вставочки из веточек и вставляю их снизу. И я прекрасно понимаю, что это достаточно колхозный вариант, но на что не пойдешь, чтобы добиться желаемого результата. Теперь мне потребуется зажигалка для того, чтобы обжать трубочку по всем веточкам. Очень будет крепко держаться и не будет шевелиться. И крутиться никуда не будет, я вас уверяю. Теперь вставляю будущее дерево в кусок пенополистирола. И, как обычно, да, мне нравится работать с белым акриловым герметиком. С помощью него я буду формировать ствол дерева и кору, и, естественно, им же я закрою усадочную трубочку. И заодно сформирую внизу ствола корни дерева. Вот так это будет выглядеть. А теперь я просверлю отверстие. Но сверлить я буду только нижние ветки. В них я буду вставлять имитацию маленьких веток от фирмы Ночь. Обрежу лишние, то есть выровню верхние ветки для будущей кроны. Да, и оно такое кривоватенькое, то есть однобокое получилось именно потому, что у меня с правой стороны стоит дом. И вот чтобы ветки не касались дома, мне пришлось сделать такое вот дерево, уходящее ветками в левую сторону. Ну и, конечно же, теперь нужно покрасить весь ствол. Красить я буду зеленым, коричневым, сумброй или амброй и черным. Но красить я буду не полностью покрывая дерево, а достаточно локально, чтобы были перепады цвета. А вот и набор от немецкой фирмы Ночь. Вот эти маленькие веточки я и буду вставлять, конечно, после того, как покрашу их, в нижние ветки дерева, то есть там, где я просверлил отверстие. Нет, конечно, верхняя крона будет тоже, но она будет формироваться совсем иным путем. Кстати, вот такая присыпочка, это тоже от фирмы Ночь. Также мне потребуется клей аэрозольный для того, чтобы нанести имитацию листвы на будущую крону. Посыпаю. Ну и вот так это будет выглядеть. А сейчас будем формировать крону дерева. Раньше я приклеивал вот эти маленькие веточки сразу к стволу дерева. И дело в том, что я это делаю не просто так, а когда я приклеивал все ветки к стволу дерева и наносил аэрозольный клей для того, чтобы посыпать листвой, вся вот эта вот имитация листвы, она попадала на ствол дерева, и потом очень сложно его было очистить. Поэтому я решил, что новый способ будет намного удобней, и как бы не нужно будет счищать
вот эти вот маленькие листочки со ствола дерева. Нет, конечно, я могу допустить все. Может быть, я такой неаккуратный и безрукий, и поэтому у меня получается вот так вот как бы не по-человечески. У вас это все совсем по-другому, и вы потом не мучаетесь, чтобы очистить вот эту имитацию листвы. Ну, в таком случае я за вас рад. Чисто сердечно за вас рад. И нижние ветки я сверлю и вставляю в отверстие зубочистки. Во-первых, чтобы не закрасить их, а во-вторых, чтобы банально не забыть, где они были. И нижние веточки от дерева я сверлю потому, что нижние вот эти тонкие ветки, они достаточно хорошо видны. Поэтому я их вклеиваю, а потом прокрашиваю в цвет вот этой толстой ветки от дерева. Верхнюю же крону я формирую уже пучками. Приклеиваю ее на клей секунда и формирую такую округлую форму кроны. И в принципе все, ничего сложного в этом нет. Естественно, потом еще прокрашиваю, наношу сухой кистью, белой либо серой краской, имитацию коры, и дерево готово. Вот как-то так это выглядит. Так быстрее, да и удобнее для меня. Вот и ролик подошел к концу. А мы с вами не прощаемся. Следующий ролик диорама «Домик в деревне» в гостях у Кузьмича. А вам всех благ, удачи, а главное здоровья. Берегите себя.